Вот могу приблизить. Очень красиво горит. То есть идет режим. Это максимальная мощность, поддувальники открыты. Вот на всю катушку. Верхний поддувал для дверцы я вообще не открываю, смысла от них нет. Очень большая тяга идет, там прям аж пламя оттуда вырывается. То есть, окошко коптится, но не сильно. Но сейчас температура в топке очень огромная. Вот на таком расстоянии, в принципе, очень тепло, хорошо, комфортно. То есть здесь все тепло. Загорится, навряд ли здесь загорится. Вот. Ну, здесь, то есть, пол нагревается, тепло, так около него можно сесть, посидеть, погреться. То есть очень теплый. Далее. Змеевик. Сейчас с другой стороны покажу. Змеевик, вот он. Ай, он очень горячий. То есть не трогается. То есть это камень змеевик. Очень тепло тоже от него идет. Вот здесь конвекция. Воздух холодный сюда забирается. Тут у нас проходит. Что могу сказать по пожаробезопасности? Вот защитный кожух. Я его трогаю рукой, видите. То есть температура где-то градусов 50-60. То есть о чем говорит, что здесь я вот поставил защитные недогораемые плиты. Смысла от них в принципе нет. Еще не загорится. Сзади от нее тепла не особо много. Спереди, да, от нее тепло идет. Сбоку, спереди, снизу. И вот, а сзади вот только вот из этих, здесь вот смежной комнаты, вот отсюда тепло идет, да. Здесь вот стартовая труба, она не особо горячая. Шибер. Дальше вот поворот, но здесь сэндвич, поэтому я за нее легко держусь рукой. Здесь вообще у нас вот прохладно. О чем говорит то, что в принципе печь сама пожаробезопасная. Это она сейчас на максимальном режиме. На максимальном режиме, вот режим поддувала на всю открыт. Дрова, честно скажу, горят долго. Это я включил на всю катушку. То есть они вот тлеют, она печь работает. Когда они прогорят, бог знает, уже второй час горят. Сначала горел пламенем, а сейчас она в подовый режим. Температура здесь градусов 600. У меня нет просто этого прибора. Пирометр промерить. Ну как будет, я померю и сделаю вывод. Топлюсь вот, смотрите, какими дровами. Дрова вот обрезки дубовые. Ну, дрова хорошие, но они мелкие просто. Ну вот дуб. Сушеный, сухой дуб. Это обрезки с мебельного предприятия. Вот они сухие. То есть здесь вот такой мешочек. Может там с парафином они вперемешку, чтобы торчать. Ну вот такая вот мелочь. Эта мелочь там горит. Сухой дуб, он очень хорошо дает жар. То есть никаких там влажных дров я не использую. То есть вот в таком режиме лежит печка Ростат. Цена ее на сайте можно посмотреть. Я взял ее за 41 тысячу. Но это со змеевиком. А так она может быть 35 стоит без змеевика. Там горит очень хорошо, шумит, так как, вы знаете, поддувало такое включено. Такое горит очень интересно. Красиво. То есть как пламени само оно есть, только его не видно. Сильных язычков пламени в принципе нет. А так, в принципе, очень комфортная, теплая печка. Сейчас у нас на улице-то не холодно, осень. Я просто ее испытываю, но дом большой. 220 кубических метров, плюс потолки, вот смотрите, высокие. Ну да, то есть я вот для этой комнаты вполне хватит отопить. Вот тут комната 32 квадратных метра, 120 кубов, она рассчитана на 260 кубов. Поэтому, думаю, печь очень хорошая, я доволен. То есть печь подового горения. Колосников здесь нет. Сгорают, дрова сгорают почти полностью, практически углей не остается. То есть одна зола. Золу специально сантиметра 2 оставляю, до конца не выгребаю. Почему не выгребаю? Ну, чтобы кирпичи не сгорели, как говорится, внизу самый подошва, самый огонь. Чтобы шамотный кирпич, который обложен
очень толстый полноценный шамотный кирпич. Вот такой толщины. Не вот как в некоторых печках, а вот такой вот. Вот такой вот толщины, и он дает тепло. То есть печка еще остывает долго достаточно и тепло держит. Поэтому советую, в принципе, данную печь. Петроград. Есть еще Шлиссельбург, она 1050 стоит, но она там еще мощнее, на 300 там кубов. Вот. Это средняя печка между... Вот Кронштадт, это средняя печь на 260 кубических метров рассчитан на отопление. Ну какие у вас теплопотери в доме, я не знаю, конечно. Вот. Дом у меня каркасник. Не знаю, как зимой будет. Зимой еще сниму видео. В принципе, печь мне нравится. Дрова кушает мало. Тепло дает такой приятный, то есть не обжигающий. И то есть сейчас в режиме она поддова горения. Температура, я думаю, там порядка 600 градусов. То есть такая горит и горит, и сколько еще будет гореть. Но долго, в общем. По сравнению с колосниковыми печами, я считаю, что эта печь намного превосходит их, так как в колосниках вся температура выходит наружу. И очень быстро, достаточно быстро. Там тоже, конечно, можно регулировать заслонкой. Но достаточно быстро все прогорит. Здесь колосников нет. Здесь вот она. Дымоход, в принципе, прямой выход дымохода. Вот регулирует вот этой. Он сейчас перекрыт. И газы идут, то есть дожиг газов идет полный. Идет полностью дожиг газов. Она как бы получается. И топливо сгорает почти полностью. В дымоход она сначала идет вверх, ударяется вот в эти, нагревает это, потом вниз, а потом только идет таким ходом в дымоход. И это нужна заслонка для того, чтобы поначалу, когда начинается растапливать печь, чтобы появилась тяга в дымоходе, то есть ее отсюда вот она в таком положении открыта, ну естественно шибер в положении открыт. И обязательно. Но если он будет закрыт, просто дым пойдет из всех щелей, и вы просто в дыму здесь все будете задыхаться. Вот, а так, в принципе, очень хорошая печь. Кому-то, если поменьше, то и, конечно же, печь не Кронштадт, а как она называется в линейке у них. Печь Лига. Фирма Лига. То есть достаточно хорошая печь. Советую всем. Как покажет зимний топка, я буду, конечно, температуру замерять, сколько на улице, сколько здесь. Вот, и поэтому думаю, что еще буду высылать видео. Ну, до скорой встречи, буду еще. Петроград еще, вот печка самая подового горения, Петроград самая маленькая, она там кубов, наверное, на 200, может быть меньше кубов отапливает. Но я взял помощнее, там одна у них комфорточка, здесь две. Я взял помощнее, так как дом у меня по объему 220 кубов, она где-то на 260. Но я ее взял не до отопления в целый дом, а до отопления 120 кубов, чтобы запасом был. Включила, она как бы топится, горит и все. Вот. Ну все, до скорой встречи. Советую данную печь. Это не в качестве рекламы, а просто достаточно хороший производитель. Ну, мне понравился. Я выбирал, конечно, много. Прислали мне ее из Питера. Да, транспортной компании. Все, всем удачи. Буду дальше снимать видео, как эта печка работает.